Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Очень приятно читать ваши комментарии. Напоминаю вам, что на канале есть кнопочка спонсорства. Вы можете выразить слова благодарности, так скажем, нажав на эту кнопочку. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, и с новым узорчиком. Напоминаю, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть, не только такую, которую показываю я. Потому что все узорчики универсальные, пробуйте, вяжите из любой пряжи. Из летней, из демисезонной, из зимней. Один и тот же узорчик по-разному смотрится на разной пряже. Итак, я расскажу сегодня о ниточках, с которыми я работаю. Это Alize Ангора Голд. Новички, смотрите, кто еще с такими ниточками не работал. В 100 граммах 550 метров. Далее смотрим по составу. Так, по составу. Это 80% у нас акрил, 20% это шерсть. И крючок нам советуют производители брать от 2 до 4. В принципе, цвет передается на камеру, как он и есть. Смотрите, 758. Вот такой интересный насыщенный зеленый цвет. Я беру сегодня крючок номер 3, потому что я крючком этим уже данную пряжу вязала. Вы точно так же берете инструкцию к своей пряже, да, аннотацию, читаете рекомендации от производителя по поводу крючка, подбираете под свою плотность вязания, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 10 петелек. Давайте я наберу 3 раппорта. Это 30 воздушных петелек. И одну петельку дополнительно, чтобы узорчик красиво, ровно закончился. Вы, в свою очередь, набираете, сколько вам будет удобно. Итак, все как всегда. Вначале у нас идет петелька фиксации. И при наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 31 воздушную петельку. Поехали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот мой будущий образец. Далее смотрите, я делаю одну воздушную петельку, отсчитываю от крючка вторую петельку, 1, 2, накид, во вторую петельку ныряю, вытягиваю ниточку и вот эти 3 петельки провязываю вместе. Получается у меня полустолбик с накидом. Накид. Аккуратненько смотрим следующую петельку цепочки. Точно так же ныряю, вытягиваю ниточку и все 3 петельки провязываю вместе. Оп, полустолбик с накидом. И вот так вот я шагаю в каждую петельку цепочки и провязываю полустолбики с накидом. Вы можете провязывать столбики без накида, вы можете провязывать столбики с накидом, как вам удобно. Самое главное, новички, сделайте таким образом столбики, потому что в дальнейшем в узорчике, чтобы не запутаться в воздушных петельках, в столбиках, вы не запутаетесь, это точно. Понятно? И вот так вот аккуратненько шагаем до конца нашей цепочки. Количество столбиков по итогу должно быть ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочке. То есть у меня 31 петелька в цепочке, значит получится 31 полустолбик с накидом. Понятно, да? Вот такая вот легкая математика. Все, давайте до конца ряда самостоятельно. Ну а в конце ряда встречаемся. Угу. Давайте, несложно, у вас получится. Так, смотрите, вот столбики готовы. Все ровненько, аккуратненько. Приступаем к узорчику. Для начала воздушная петелька, поворот. И сюда же в верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. Есть. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. В столбиках пропускаем 4 столбика. Идем по верхушкам. 1, 2, 3, 4. В 5-й столбик нырнули, провязываем столбик с накидом. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. Опять сюда же вернулись и провязали столбик с накидом. Сформировалась вот такая вот рогаточка. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И в 5-й нырнули, провязали столбик без накида. Вот такая картина должна получиться. Далее повторение. Все то же самое. Вот от нашего столбика до следующего столбика. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. 4 столбика пропускаем. 1, 2, 3, 4. В 5-й нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик с накидом. 3 воздушные петельки.
вернулись сюда же, формируем рогатку, провязываем столбик с накидом. Угу. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Опять пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И в 5 столбик без накида. Видите? Столбик, рогатка, столбик, рогатка, столбик, рогатка, столбик, рогатка до конца вашего образца. Угу. Давайте. В конце ряда встречаемся, а до конца ряда вяжете самостоятельно. Несложно. Так, смотрите, вот провязали практически до конца и заканчиваем ряд точно так же. 1, 2, 3, 4 столбика пропустили. И вот у нас, помните, была петелька подъема. Мы в петельку подъема ныряем и провязываем столбик без накида. Все, ряд наш закончен. Далее воздушная петелька, поворот. Сюда же в верхушку этого столбика провязываем столбик без накида. Далее, смотрите, идет арочка, да, до нашей рогатки. В арочке получается 3 воздушные петельки, и мы провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Далее идет рогатка. Вот в эту арочку мы провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Видите, как бы обвязываем, да, наши арочки. Следующая арочка, вот она идет. Мы провязываем в нее 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Вот этот вот столбик без накида предыдущего ряда пропускаем, не трогаем его. Сразу же в следующую арочку перепрыгиваем и провязываем точно так же 3 столбика без накида. В рогатку, в арочку 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И в следующую арочку опять 3 столбика без накида. Поняли, да? То есть мы шагаем только по арочкам. Никакие столбики мы не затрагиваем. В первую арочку 3 столбика без накида. В центральную, получается, арочку от рогатки 5 столбиков без накида. И после рогатки опять 3 столбика без накида. Поняли? Все, давайте до конца ряда, и в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, когда мы провязали полностью весь наш ряд столбиками без накида, да, вот последняя арочка, заканчиваем мы столбиком без накида, вот в последний столбик, оп, столбиком без накида. То есть мы начинали и заканчиваем одинаково. Идем дальше. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот. Теперь смотрите внимательно. Вот эти вот наши первые 3 столбика от арочки мы пропускаем. Вот у нас есть 5 столбиков. Накид. Смотрите. Вначале мы в первый столбик из 5 нырнули, провязали столбик с накидом. Воздушная петелька. Накид. Во второй столбик ныряем. Провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька. В третий столбик. Провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька. В четвертый столбик провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька. И в пятый. Поняли, да? То есть все наши 5 столбиков, которые были без накида, мы провязываем столбиками с накидом. И между столбиками обязательно по одной воздушной петельке. Дальше, смотрите, сразу же переключаемся. Вот у нас здесь были 3 столбика в одну арочку, 3 столбика в другую арочку. Вот как ориентир столбик. Вот мы между нашими столбиками, получается, ныряем и провязываем столбик с накидом. Поняли? Опять накид. Пропускаем все 3 столбика и сразу же переключаемся на 5 столбиков по порядочку. Столбик с накидом 1, воздушная петелька, столбик с накидом 2, воздушная петелька, столбик с накидом 3, воздушная петелька, столбик с накидом 4, воздушная петелька, столбик с накидом 5. То есть у нас вот опять, видите, вот такой вот веерочек получается. Несложно. И точно так же. Вот первые 3 столбика от арочки и от следующей арочки. И между ними мы ныряем вот так вот и провязываем столбик с накидом. Поняли? Несложно? Несложно. Давайте до конца ряда самостоятельно. И в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца ряда. Как мы заканчиваем? После нашего веерочка делаем накид. И вот в последний столбик без накида, да, то есть мы пропускаем все вот эти 3 столбика от арочки. В последний столбик провязываем столбик с накидом. Все, наше вязание, наш ряд закончен. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот.
И смотрите, по узорчику провязываем еще 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Итого получается 6 воздушных здесь петелек. Теперь смотрите, будьте внимательны. Вот наш веерочек, да? И у нас получается арочки между нашими столбиками. Так вот, первую арочку мы пропускаем, не трогаем. Во вторую арочку нырнули, провязали столбик без накида. Угу. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Ныряем во вторую арочку. Провязываем столбик без накида. Вот такая вот картина получается. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И там, где у нас был столбик, один стоял, помните, да? Вот мы за верхушечку беремся и провязываем столбик с накидом. Понятно? Вот как раз 3 петельки подъема, это имитация вот этого столбика была. Все, дальше повторение. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Первую арочку не трогаем, во вторую арочку провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки, в следующую арочку столбик без накида, 3 воздушные петельки и в столбик, вот одиноко стоящий, провязываем столбик с накидом. И так шагаете вот до конца ряда. Понятно? Давайте. В конце ряда я вас встречаю. У вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали до конца ряда и закончили наше вязание вот столбиком с накидом. Поняли, да? Дальше что мы делаем? Смотрите. Воздушная петелька, поворот. Сюда же верхушку этого же столбика мы провязываем столбик без накида. Теперь 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И смотрите, мы пропускаем вот эту первую арочку. И вот, видите, наша арочка центральная. Мы в нее ныряем и провязываем столбик с накидом. Раз. 3 воздушные петельки. И сюда же опять в эту арочку вернулись и провязали столбик с накидом 2. У нас как бы сформировалась рогаточка. То есть, если внимательно посмотрите, такую же рогаточку мы провязывали в самом первом ряду. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И вот наш столбик с накидом, мы присоединяемся к нему столбиком без накида. Понятно? То есть наша с вами задача провязать самый первый ряд. И тут хочу уделить внимание вот именно этой рогаточке. Смотрите. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Здесь получается в первом арочке мы провязывали просто в арочку наши столбики. У меня еще один способ есть. Смотрите. Накид. У нас здесь с вами получается 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Вы можете нырнуть в арочку, так? А можете в петельку, в саму. Смотрите. Столбик с накидом. Раз. 3 воздушные петельки. И опять в петельку, в центральную, столбик с накидом 2. Смотрите. Мне кажется, что так получается намного аккуратнее. Если у вас позволяет зрение, пряжа, крючок, провязывайте в петельку. Это будет немножко чуть подольше, да, то есть будет более аккуратно, но мне кажется, будет более красиво. Если пряжа, зрение, крючок не позволяют, не ломайте глаза, не мучайтесь, провязывайте в арочку, тоже будет красиво. Угу. Все, и опять 3 воздушные петельки и присоединяемся столбиком без накида к столбику с накидом предыдущего ряда. Понятно? То есть мы повторяем самый первый ряд. Все, давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот я провязала, получается, до конца ряда. Здесь у меня первая рогаточка в арочку, а вторая и третья рогаточки, видите, у меня в петельке. Вот такая красота получается. Закончили мы ряд столбиком без накида в третью петельку подъема предыдущего ряда. И далее мы будем повторять второй ряд. Воздушная петелька, поворот и сюда же столбик без накида. А потом, помните, да, в первую арочку 3 столбика без накида, в рогатку 5. Во вторую арочку 3 столбика без накида. 3, 5, 3. 3, 5, 3. Поняли, да? Дальше возвращаетесь, делайте вот такие вот веерочки. Там, где у вас были 5 столбиков, вы и будете провязывать 5 столбиков с накидом, между ними воздушная петелька. И обратно возвращаетесь, так скажем, выравниваете наш ряд, да, делаете вот такие вот небольшие арочки. То есть дальше идет повторение. Ваш узорчик составляет всего лишь навсего 4 ряда. Для тех, кто разбирается и умеет работать со схемкой, я сюда прикладываю схемку. Так? Она очень простая, качество у нее отличное, поэтому смотрите, сами себя контролируйте, вяжите. Для тех, кто не умеет работать со схемкой, обязательно посмотрите, потому что мы уже все элементы провязали. Вы увидите, где столбики с накидом, где столбики без накида, где воздушные петельки, как они отмечаются. И вы поймете, что вязать по схемке вообще не сложно.
Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Получится очень красиво, ажурно и легко. Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков, а вернее 4 вертикальных раппорта узорчика, да, вот смотрим по веерочкам. Раз, два, три, четыре. Не сложно? Не сложно. Очень легко вяжется, очень быстро вяжется. По итогу такая вот нежная, интересная, воздушная красота получается. Но, естественно, в зависимости от ниточек, что это могут быть. В первую очередь, вот из моих ниточек, да, это может быть палантин, да, он у нас двусторонний узорчик. Универсальный, так скажем. Выбираете любую сторону, такая у вас будет лицевая. Не забываем, мы можем переворачивать наш узорчик. Так? Вот таким образом переворачивать узорчик. Летняя пряжа, это получается топики, маечки в юбочках, в пляжных сумках, в парео. Да? Представьте себе такой узорчик. Очень быстро свяжете и очень легко. И опять же, пробуйте из толстой пряжи. Возможно, интересные такие ажурные шарфики, снудики. Это будут интересные оригинальные жилетки, почему бы и нет. Летние кофточки, летние в пол кардиганчики. То есть пробуйте, экспериментируйте из любой пряжи. Но повторюсь, что из разной пряжи узорчик выглядит по-разному. Где-то он будет смотреться лучше, где-то не очень хорошо. То есть пробуйте. Вы большие дизайнеры, так что экспериментируйте. Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Ну вот, допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания 31 воздушная петелька, то у меня получается 13 сантиметров. Так? А тут мы помним, да, что получается 4 у нас вертикальных раппорта. В каждом раппорте по 4 ряда. Это 16 рядов. Ну и первый наборный 17. Итак, сколько же это будет в моем случае? Смотрите, практически тоже 13. Квадратик, да? Вот. Как вам? Узорчик не новый, возможно, вы из него уже что-то вязали. Если вязали, пишите, рассказывайте, будет интересно. Ребята читают комментарии, кому-то ваша идейка понравится. Ну, если не вязали, подбрасывайте идейки тоже, да, чтобы вы связали, в каком цвете. Ниточка может быть меланжевая, ниточка может быть остаточки, да, то есть 4 ряда одной ниточка, 4 ряда другой ниточкой, такой, скажем, веселая будет радуга. Вот. Как вам видео? Надеюсь, всем вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно пишите комментарии. Подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Да, подписывайтесь на канал. Ну и делитесь с друзьями видео. С друзьями в разных соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Пока-пока. Встретимся в новых видео.